Всем доброго времени суток. Извиняюсь за то, что так пыльно. С вами канал Mobile S, и сегодня я представляю вам обзор Canon EOS 500D. Вот такая вот зеркалка. Сегодня внимательно посмотрим на него. Я вам расскажу его технические характеристики, снимем объектив обязательно и узнаем, как им пользоваться. А также в конце этого видео будет небольшое слайд-шоу и видео о том, как снимает эта камера. Начнем. Этот фотоаппарат был анонсирован 25 марта 2009 года. Ему сейчас 7 лет. Старым этот фотоаппарат назвать нельзя, а новым сложно. Это такой среднячок. Это камера для продвинутых любителей, но не для профессионалов. Также эта зеркалка была признана лучшей европейской зеркальной камерой 2009-2010 годов по версии Европейской ассоциации видео и аудиотехники. Немного о распространении. В Северной Америке фотоаппарат носит название Canon EOS Digital T1i, а в Японии Canon EOS KISS X3 Digital. По функционалу они одинаковые. Думаю, хватит подробностей, теперь предлагаю рассмотреть этот фотоаппарат и узнать каждое назначение всех его кнопочек. А как видите, кнопочек у него довольно-таки много. А начнем мы с кнопочки затвора, спуска затвора. Немного принажимайте, фокусировка идет, нажимайте, уже снимок. Вот здесь шестеренка, чтобы регулировать диафрагму или выдержку. Здесь кнопка ISO для того, чтобы изменять значение ISO. Переключатель on-off. Вот. Колесико для режимов. Вот здесь автоматические режимы. А вот дальше идут профессиональные. Их чаще всего используют профессиональные фотографы. Дальше. С помощью этой кнопки можно извиняюсь, немного забыл. Можно выставить точку фокусировки. Вот, например, режим какой-нибудь выбрали, нажали и выбираем точку фокусировки. Можем эту точку выбрать, или эту. Или вот автоматический режим. Дальше кнопка для фокусировки. То есть, когда вы в режиме видео, зажимайте и можете фокусироваться. Дальше динамик. Кнопка для регулировки диафрагмы и экспозиции. Кнопка для режима Live View. А также с помощью этой кнопки можно начать видеозапись. Вот здесь кнопки управления. Вот здесь можно узнать фотографии. Вот здесь можно их удалить. Вот здесь находится слот для SD карты. Вот. Здесь стоит SD карта SDHC объемом 8 гигабайт. Вставляем обратно и закрываем. Дальше. Здесь 3-дюймовый TFT экран и рядом с ним датчик и видоискатель. Здесь рамка видоискателя. А также здесь можно регулировать резкость видоискателя. Вот можем сейчас снять рамку видоискателя. Вот она. Сделана в Тайване. Вот такая вот резиночка. Самое главное ее не потерять. Вставляем обратно.
Вот. Дальше кнопки меню и кнопка дисп. С помощью этой кнопки можно отключать дисплей. Сейчас продемонстрирую. Нажимаем, и мы можем так. То есть дисплей отключился, и таким образом можно экономить заряд батареи. Дальше, под этой резинкой находится вход для пульта управления. Например, если хотите снимать видео или фото с расстояния, вот здесь выход, чтобы скидывать фотографии или видео на компьютер, и выход HDMI для подключения к телевизору. Все очень просто, даже без разъема микрофона. Вот здесь находится кнопка, чтобы открывать вспышку. Вот включаем. Вот такая здесь вспышка. Вот она. Вот так вот она сверкает. Дальше здесь стабилизатор и AF/MF. AF это автоматический фокус, MF это механический фокус. Когда переключаете MF, вы можете крутить вот это колечко фокусировки. Это тонкая настройка фокуса. А также здесь есть стабилизатор. Он немного помогает, когда камера немножко дрожит, но в особых случаях его рекомендуют выключать. Вот так. Дальше. Кнопка для просмотра глубины резкости видоискателя. А проще говоря, когда вы зажимаете, видоискатель становится темным. Изображение видоискателя. Когда зажимаете эту кнопку. Здесь EOS и микрофон. Вот он. Внизу надпись 500D. Вот объектив. Объектив здесь идет в комплекте. Китовский. 18 и 55 миллиметров. То есть от 18 до 55 миллиметров. Фокусное расстояние. Здесь название Canon. Вот сам объектив. Дальше. Лампа против красных глаз и датчик инфракрасный для пульта управления. Теперь пора вам показать внутренний функционал, но прежде чем это сделать, я вам покажу такой вот ремень, который идет в комплекте. Такой вот ремень на шею, надпись EOS Digital и 2 раза надписи Canon. Вот и вот. Можете на шею одеть, чтобы резиновая сторона была вовнутрь. И можете ходить понтоваться вот этими надписями. Вот. Теперь перейдем к внутреннему функционалу. Вот здесь видим экран. Здесь установлен режим TF, то есть с приоритетом на выдержку. Вот AF. Вот, кстати, здесь датчик. Закрываем датчик, и дисплей уже не горит. А когда датчик открытый, то дисплей горит. Вот здесь можно регулировать вот качество фотографии, ручной фокус, серийная съемка. Вот можно выставить таймер или дистанционное управление. Вот таймер автопуска и таймер серийной съемки. А вот здесь покадровая съемка.
Вот здесь режим замера. Вот здесь баланс белого. А здесь можно выставить экспозицию. Вот здесь экспонометр. Вот -1, -2. Вот. Также вот здесь можно регулировать. Здесь показывается оставшийся заряд батареи. Всего здесь 3 деления, но сейчас показывает 2. И еще цифра 655, она означает то, что вы сможете сделать 655 фотографий. Вот. Главный минус этого дисплея в том, что он TFT, и в том, что он быстро расходует заряд батареи. Думаю, пора перейти в меню. Нажимаем меню. Вот здесь качество можно менять. А также можно выставить формат RAW. Здесь звук можно отключать. Время просмотра регулировать. И управление вспышкой. Вот здесь тоже стандартное. Здесь можно печатать изображение. Вот здесь переход можно сделать. И слайд-шоу. Вот автовыключение. Форматирование. И можно сделать дизайн экрана, изменить. Например, можно вот такой поставить. Вот, уже выглядит по-другому. Можно вот такой поставить. Можно вообще белый поставить. Ну, как вам нравится. Но мне вот это больше всего нравится. Вот здесь яркость можно регулировать. Самый тусклый. И самый большой режим. В смысле, самый яркий. Вот здесь дата. Здесь язык. Здесь формат. Здесь чистка сенсором. И можно установить мое меню. Вот. Вот здесь то же самое, но настроек меньше. Давайте перейдем в режим видео. Вот здесь можно линии сделать сеткой. Можно таймер замера сделать. Здесь можно менять съемку. Можно в 1080 снимать, 720. Также, когда снимаете в максимальном разрешении, там кадров всего 20. А здесь, когда снимаете, там 30. В 1280 на 720. Здесь режим автофокусировки, запись звука и дистанционное управление. Главный минус этого режима в том, что здесь нету следящего автофокуса. То есть, когда снимаете, он не может фокусировать крупные предметы, то есть мелкие. Когда приближаете к камере, вот он это не может сфокусировать, а эта камера может.
камера почему-то выключилась. Вот. Зажимаем, и можно вот здесь. Так, переключим на автофокус. Вот зажимаем эту кнопку и можем фокусироваться. Но мелкие предметы она плохо фокусирует, когда очень близко. Вот сами видите, она не может сфокусировать. Также во время съемки можно менять экспозицию. Вот она. Вот такой вот режим камеры. Думаю, настало время показать вам режимы съемки этого фотоаппарата. То есть режимы фотосъемки. Включаем фотоаппарат. Первый режим — это режим видеосъемки. Вот. Я вам его показывал, функции все его. Дальше переходим к фоторежимам. Вот режим без вспышки. Это полностью автоматический режим. Но единственное отличие в том, что вспышка не будет выскакивать вообще. То есть фокусируйтесь и фотографируйте. Вот. Дальше идет режим ночной портрет. Также можно снимать ночью. Просто фокусируйтесь. Вот вспышка уже выдвинулась. Вот лампа против красных глаз не хочет сейчас гореть почему-то. Ну ладно. В общем, этот режим для ночной съемки. Переходим дальше. Спортивный режим. Этот режим создан для того, чтобы делать серийные съемки. Вот зажимаем. То есть фокусируемся и делаем серийные фотографии. Вот так вот. Дальше режим макро. Тоже можно фотографировать какие-то растения. Например, нашли растение с капельками воды. Думаете, что это выглядит красиво, включайте режим макро, фокусируйтесь и фотографируйте. Вот. Дальше переходим. Режим пейзаж. Например, нашли вы красивый вид, хотите его сфотографировать, фокусируйтесь и фотографируйте. Дальше переходим. Режим портрет. Хотите сфоткать группу людей. Просто вот лампа против красных глаз сработала. Вот она сейчас горит. Вот. Фокусируйтесь и фотографируйте. Вот со вспышкой. Дальше полностью автоматический режим. Вы просто ни о чем не думайте, фокусируйтесь и фотографируйте. Даже на пыли не фокусируется. Ну да ладно. Вот дальше переходим к профессиональным режимам. Эти режимы используют профессиональные фотографы. Первый режим CA. Он переводится как Creative Auto. Если вы не знаете, что такое диафрагма и выдержка, то вы можете этому научиться здесь. Здесь можно выставлять фон,
Здесь вспышку выставлять. Вот здесь можно фон сделать четкий или размытый. Регулируем вот этой шестеренкой. Дальше, это экспозиция. Можем сделать либо темнее, либо светлее. Вот так вот. А здесь фильтры изображения. Он стандартный. Смягчение оттенков кожи. И есть монохромное изображение. Черно-белое. Сейчас я вам продемонстрирую его. Вот, оно черно-белое. Просто кажется то, что оно цветное. На самом деле оно черно-белое. Вот. Дальше переходим. Режим P. Это программный режим. По сути, это автоматический режим, только вы выставляете экспозицию на вот таком вот экспонометре. Вот, кстати, ISO можно выставлять. Дальше. Режим диафрагмы. В смысле выдержки, извиняюсь. TF. ТВ. Здесь вы регулируете выдержку. Вот здесь максимальная выдержка аж 30 секунд. А минимальная выдержка здесь. Сейчас проверим. 1/4000. Вот уже ничего не видно даже на такой выдержке. Попробуем побольше поставить. Давайте вот так вот. Вот. Ну, немного смазано получилось. Ну, в общем, можно регулировать и экспозицию, и выдержку. Дальше переходим. АВ. Этот режим чаще всего любят профессиональные фотографы. Вот режим АВ. Здесь мы выставляем диафрагму. Вот самое минимальное это 3,5. А самое максимальное здесь 22. Также можно регулировать экспозицию и фильтры изображения менять. Также, кстати, можно создавать свой фильтр. Вот, смазано получилось. Дальше режим механический. Здесь можно регулировать и диафрагму, и выдержку, но, к сожалению, здесь нельзя менять экспозицию. То есть диафрагма и выдержка. Выдержка, вот диафрагма. Вот. Давайте попробуем. Вот здесь показывает видоискатели. Вот. Снимок получился слишком темным. Дальше режим автодеп. Этот режим с высокой глубиной резкости. Диафрагма и выдержка выставляется автоматически. Вы только регулируете экспозицию, фильтр, оценочный замер
и режим автофокуса. Вот так вот. Вот здесь вот можно узнать информацию. Вот один раз нажимаем, второй раз нажимаем. И вот. Можем узнать, сколько диафрагмы здесь. 4,5. Сколько выдержка. 1/80. Сколько ISO, какой фильтр и так далее. А также дату этого снимка. Вот, сфоткан в режиме механическом. Вот здесь цветовая гамма. Можно увеличивать с помощью этих кнопок. Вот пыль. Хорошо видно. Также вот так вот можно просматривать. Также увеличивать можно другие фотографии. Теперь пора бы снять объектив. Вот объектив. Чтобы снять его, нажимайте на эту кнопку и крутите против часовой стрелки. Вот объектив снят. Вот он. Вот здесь контакты. Вот так он выглядит без объектива. Вот сам объектив. Чтобы вставить обратно, вот белая точка здесь и белая точка там. Вот рядом. И крутите уже по часовой стрелке. Вот. Вот все работает. А теперь настало время продиктовать вам технические характеристики этого фотоаппарата. Год выпуска его 2009, тип камеры зеркальная, поддержка объективов EF и EFS, кроп-фактор 1,6, максимальное разрешение 4768 на 3174, тип матрицы CAMLOP, чувствительность от 100 до 300 до 3200 ISO с автоматическим режимом, расширенное значение 6400 ISO и 12800 ISO. Скорость съемки 3,4 кадра в секунду, видоискатель зеркальный TTL, его поле зрения 95%, тип карт памяти SD и SDHC, формат изображения JPEG или RAW, емкость аккумулятора литий-ионного составляет 1000 мАч, что примерно хватает на 300-400 фотографий. Максимальное разрешение роликов 1920 на 1080, также плюс 20 FPS. Обзор близится к концу, и я думаю, нужно сделать вывод. Я считаю, эта зеркальная камера достойна быть, достойна существовать, и для 2009 года эта камера была очень даже неплохая. Она очень хорошо снимает. Для чего она подходит? Она, думаю, подходит для фотосъемки больше всего, чем видео. Потому что здесь нет следящего автофокуса. Вам всегда будет не хватать этого следящего автофокуса. Для начинающих фотографов, думаю, это хорошее решение. И думаю, то, что эта камера
будет очень хорошей зеркалкой, особенно на первый раз. Вот, кстати, сейчас я вам покажу батарейный отсек. Я его забыл показать. Вот батарейка. На 1000 мАч. Вставляем обратно. Вот. Сама камера сделана в Тайване. Вернемся к выводу. Эта камера была хорошая в 2009 году, но сейчас на дворе 2016 год. И есть модели покруче, например, Canon 550D. У него, кстати, есть следящий автофокус. И он в 2 раза лучше в видеосъемке, чем 500D. 500D, можно сказать, то, что он не предназначен для видеосъемки. Это так, игрушка дорогая. Ну, в общем, эта камера очень хорошая, мне она понравилась. Я пофотографировал, кстати, сейчас в конце будет слайд-шоу и видео. Так что этой камере место быть. Дальше я уже не знаю, что сказать, я уже повторяюсь. Так что всем до скорых встреч, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я стараюсь делать качественные обзоры, но, если честно, мне нечего снимать. Я уже все почти переснимал. Так что всем до свидания, всем удачи и всем пока.